Всем привет! Меня зовут Натали. Боже, какая жара! Уже 28 градусов, 8 утра. Я надеюсь, я выдержу это. Так вот, меня зовут Натали, вы на канале «Как она чувствует». И обычно здесь мы говорим об искусстве, но сегодня я решила, что будет другой формат, возможно, несколько раз в месяц, где я буду рассказывать просто, как дела, и как-то затрагивать творческие мероприятия вообще, где я была, что у меня случилось. Начнем. Сегодня этот рассказ я хочу начать с события, которое произошло 2 недели назад. Я пошла на выставку. И так как я никуда не ходила где-то, частенько, 4 месяца, потому что я писала свой диплом, который скоро полечу забирать, то мне было стрёмно подходить к кому-то и знакомиться, хотя очень хотелось. Это была выставка в Макати, в галерее Drawing Room. Это было открытие. А так как это открытие, приходит очень много народу. Там можно поесть, там тебе могут дать вино, какой-нибудь бургер, картошечку. Ну и вот мы пришли с Артёмом, с моим мужем. Так взяли чуть-чуть, поели, посидели на скамеечке. И я увидела женщину, которая взяла себе еду, там что-то ела, она так посматривала на нас. Можно было бы с ней познакомиться, но я как-то так стесняюсь, что сказать. Мы прошли все 2 комнаты там в этой галерее. Интересная выставка. Куратор был Джерри Тан. Я ходила на его выставки. Мне очень нравится, как он подбирает художников, которые работают в разных материалах. И это смотрится так интересно, разнообразно. И в этот раз там был художник, который работал с абстракцией, но интерпретировал ее в 3D пространство. Вот. То есть там были картины, и в середине вот эти его работы. Я обошла это все, и я подумала, я не могу подойти, я не могу. Просто не могу. Артём говорит, подойди, давай, вот там вот та девушка, смотри, она там с кем-то общается, но им вроде скучно, давай подойди. И я на них смотрела, наверное, минут 10, я не смогла подойти. И я все говорю, давай, уходим. В следующий раз я решусь на это. Я выдержала эту съемку, а вот мой iPad, который записывал все на диктофон, он сказал, слишком горячо. И только мы собрались уходить, как я вижу своих бывших хозяев квартиры, у которых мы снимали квартиру 2 года, а они интересуются искусством и очень часто ходят на выставки и много знают кого. Так вот, они такие, Натали, Артём, привет, как вы? Мы там хотели вам писать. И с этого начинается мой тур по художникам. Вот эта женщина, она меня начинает со всеми знакомить. Такая небольшая предыстория. Я 3 недели назад искала художников, которые переосмысляют тему дома, может быть, миграции. И я нашла австралийских художников, точнее, они филиппинцы, которые переехали в Австралию, и у них такие инсталляции интересные, часто из картона. И мне показалось, интересным их работа. Ну и все, я поизучала и отложила. И тут она меня подводит к какой-то паре.
Они так смотрят, что-то улыбаются, и она там представляет, кто это, и она говорит их имя. Это Альфредо и Изабель, и я думаю, Аквилизан. Это были они, а у меня говорю, ну они же живут в Австралии, да, что они сюда приехали. И мы начали общаться. Они мне рассказали, что они в 2013 году были в Москве, в Манеже, выставляли работу, где они как бы переосмысляли время СССР, и там были такие объекты, как санки, много других разных предметов, такая большая инсталляция. И Изабель как раз показала мне, сказала, что у нас холодновато вообще-то, но я согласна, когда 30 градусов в 8 утра не очень-то. Минус 10 в Москве, да, это ощущается. И такие они позитивные вообще, мне очень понравились. Изабель, да, показывала фотографии. И почему-то в интернете я не смогла найти их работу в Манеже. И на английском искала, и на русском. Странно. В общем, мы с ними там сфоткались. Они тоже, мне кажется, были рады, что их узнали. И, значит, ведет меня дальше моя знакомая. Опять одна предыстория. И так как я учусь на заочном, я могла, соответственно, выбирать каких-то художников местных, чтобы, если что, сходить в галерею. И я наткнулась на одну галерею, Silverlands. У нее 2 филиала в Маниле и в Нью-Йорке. Вот. И я просто зашла на их сайт, и оказалось, что там у них есть художник, а они очень подробно все оформляют, у них просто такие буклеты, супер... Ты меня записываешь? Супер подробные. И я как раз этой информацией сделала доклад. Этот художник, он живет в Америке, но он филиппинец. Вот. У него такие... Он работает со цветом. Забыла слово, как называются эти штуки. Простите, я вам покажу. И вот она меня ведет, знакомит с каким-то парнем, там говорит, вот это Джеймс. А когда я подхожу, я сразу беру у всех соцсети, чтобы там найти, потом посмотреть, что они делают. И он вводит свой ник. И я читаю, ты Джеймс Клар? Ну, и я поняла, что это он тот самый художник, просто он сейчас переехал из Америки на Филиппины. Сказал, у него здесь есть мастерская, если хочешь, приходи. Возможно, это было сказано из вежливости, но я запомнила это. Вот, он тоже был доволен, что его узнали. Он такой, да, правда, вы там меня знаете. Я говорю, да, а сколько вы тут живете? Ну, такой разговор был. Он был с девушкой, тоже поговорили. В общем, вот такой вечер удался. Я просто в шоке. Вы понимаете, я могла уйти. Все уже. А за мной стояли вот эти художники, про чье творчество я знаю, про что я читала. Там у меня был целый доклад по ним. Я не могу. Просто это что-то невероятное. Вот как работает удача и судьба. Я была так довольна, что я их всех встретила. Именно тех, которых я знаю. Ну, еще я познакомилась с теми, которых я не знаю. Есть один художник, про которого я рассказывала, помните, 3D скульптуры делает. Его зовут Пат Паскуа, как-то так. Он живет в Норвегии, и мы так поговорили с ним. Он говорит, я был в России, я был в Санкт-Петербурге и в Петрозаводске. Но, если честно, Петрозаводск мне больше понравился. Я не была в Петрозаводске, но было интересно послушать его. И он объяснял
свою работу, что как раз между Норвегией и Россией стоят какие-то значки, обозначающие, что это территория другой страны. И его работа, она как раз была направлена на вот эти значки, что-то такое. В общем, интересно. Мы так постояли с ним. Да. Кстати, помните про женщину, которую я говорила в начале? Я увидела, как она ест. Она тоже увидела меня. Я с ней потом познакомилась. Она оказалась художницей, и ее работы там были представлены. Она как говорит: а я вижу какие-то новые лица. Я вот вас раньше не видела. Я подумала, может быть, вам предложить, чтобы вы поели там что-то? Но потом подумала, может быть, не надо, это филиппинцы просто так много едят. Ой. В общем, это было великолепно. Я ушла с такими эмоциями оттуда. И вот сейчас вспоминаю, 2 недели прошло, и я думаю, господи, это просто шикарно. А что еще было? 2 дня назад мы пошли с друзьями в бадминтон. Ну как пошли? Я подумала, это то место, где продаются те самые вкусные булочки. Конечно, я выбрала булочки, а не бадминтон. Я подумала, я оставлю их мужской компании, я сама пойду поем булочки. Но не тут-то было. Я пришла, было 9 утра, а мне сказали, мол открывается в 10. Я не сдалась, я пошла села в кофейню, попила какой-то напиток, как будто молоко с клубникой. Это называется латте. Почитала книжку и потом пошла. Я не сдалась. Я иду к своей цели за булочкой, конечно. Пошла, походила по молу, там посмотрела сувениры. Я просто скоро уезжаю. И ищу, что можно купить друзьям, родственникам. И потом мы пошли поесть. Мы раза 3 не могли определиться, куда мы пойдем поесть. Мы хотели пойти в корейский барбекю, но первый оказался дорогой, потом мы подумали, а мы пойдем в американский ресторан, но он тоже оказался дорогой. Но мы пошли, я выиграла. Мы пошли из суши. У нас просто была карта с 20% скидкой. В общем, я была рада этому дню. Потом мы поехали домой. И у меня случился просто прилив вдохновения. Это невозможно описать. Я, наверное, давно не была в таком потоке. Тут есть мой любимый музей, называется Пинто. И я недавно в нем была, это уже 3-й раз, и я подумала, я уже столько о нем знаю, я столько о нем читала, я должна сделать видео. И в этот раз я поехала, я все засняла. Мой телефон вообще герой, он выдержал 40 минут видео, хотя у меня всегда память переполнена, но он выдержал и с зарядкой, молодец. И, в общем, я просто села и в каком-то потоке, я это видео, я там монтировала с этим микрофоном. Я думаю, боже мой, это... мне нравится это делать, надеюсь, это пойдет дальше. Я просидела, представляете, до 2 часов ночи. Просто я сейчас засыпаю, максимум в 12, а тут до 2 часов ночи, и в таком активном темпе. Я почти доделала, но еще нужно поработать с этим. И, естественно, на следующий день я чувствовала себя очень устала. И я хотела поспать, но почему-то я проснулась в 7 утра, как всегда. Сходила в ванну, посмотрела фильм «Король говорит». И такой день, в общем, не особо. Я подумала еще поделать, но поняла, что я так устала, что я не могу сейчас работать. Поэтому в другой раз. Сегодня я уже чувствую себя лучше. Вот у меня даже есть силы появились на то, чтобы записать. Надеюсь, видео идет, и он не отключил мое видео. Так что
Всем хорошего дня, хорошей недели. Подписывайтесь, ставьте лайк.